Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как защитить свои деньги и имущество в Германии в 2026 году от новых бытовых и финансовых изменений. Ближайшие месяцы принесут серьезные перемены, которые затронут кошелек каждого жителя страны. Сначала важная тема для водителей. С 1 июля отменяются временные налоговые льготы на бензин и дизель. Мы с вами посчитаем, сколько евро придется дополнительно платить на заправках и почему прежние те лазейки со штрафами больше не работают. Во второй части важное предупреждение. Платежная система Girocard запускает масштабную цифровую реформу для клиентов сетей DM, Edeka и Aral. А под занавес, друзья, аналитика цен. К какому росту стоимости топлива стоит готовиться? Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, летний сезон открывается серьезными изменениями для бюджетов автовладельцев из-за завершения действия государственных субсидий. Начиная с 1 июля временная скидка на энергетический налог, которая, напомню, искусственно сдерживала цены с 1 мая, полностью прекращает действовать. Фискальное ведомство возвращает прежние тарифы, из-за чего экономия в размере 17 центов с каждого литра топлива исчезает. После возврата прежнего уровня налогов цены на заправках могут снова вырасти. Чтобы сэкономить евро, эксперты советуют выбирать для заправки именно утренние часы. Реальные ценники на заправках могут измениться даже сильнее, чем следует из официальных документов. На самом деле розничные сети далеко не всегда, друзья, перекладывают дополнительные расходы копейка в копейку. Ситуацию усугубляет и тот факт, что с начала 2026 года в Германии выросли экологические сборы на углекислый газ CO2. А это для нас с вами означает, что топливо может оказаться дороже, чем было до введения временных послаблений. Водителям стоит закладывать в семейный бюджет и возможное удорожание как минимум на 12-17 центов за литр, а вот дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации на сырьевых рынках. Вторым изменением для автомобилистов становится пересмотр сроков привлечения к ответственности за отдельные нарушения. Раньше, напомню, у некоторых водителей оставалась хоть какая-то надежда, что при отсутствии уведомлений в течение 3 месяцев производство может быть прекращено. Теперь же этот срок увеличивается до 6 месяцев, полгода. Реформа затрагивает дела о превышении скорости, проезде на красный свет, использовании смартфона во время движения и опасном сокращении дистанции. Как только ведомство официально открывает производство по делу, течение срока приостанавливается, а возможность прекращения дела по прежней схеме существенно сокращается. Но если изменения на дорогах уже заставляют многих водителей пересматривать свои расходы, то следующая новость, друзья, касается практически каждого владельца банковской карты в Германии. Причем большинство клиентов пока даже не подозревает, какие новые возможности скоро появятся при обычных повседневных покупках. Хочу, друзья, вам сначала объяснить. Обычно Girocard – это национальная дебетовая карта, которая напрямую привязана к вашему банковскому счету. Это самая распространенная банковская карта в Германии, однако до сегодняшнего дня она уступала кредитным картам из-за невозможности полноценно оплачивать покупки внутри многих мобильных приложений. С весны 2027 года это ограничение планируют устранить, благодаря чему система сможет конкурировать с международными платежными сервисами на совершенно новом уровне. Главное новшество станет интеграция карты в официальное приложение торговых сетей. Разработчики из Eurokarten System подтверждают, что пользователи смогут буквально в один клик привязать Girocard к поддерживаемым сервисам. Массовым бытовым примером, друзья, выступает система Payback Pay. Сейчас клиенты сети DM, Edeka или заправок Aral могут оплачивать покупки через смартфон, преимущественно кредитной своей карты или с помощью прямого дебетового списания. В ближайшее время к этим способам оплаты добавится и Girocard, позволяющая быстрее и удобнее рассчитываться на кассе без необходимости доставать кошелек. Новая платежная система позволит миллионам жителей Германии упростить свои еженедельные бытовые расходы. Еще, чтобы вы понимали смысл данного сервиса, Payback
Pay заключается в том, что он совмещает два действия. То есть клиент рассчитывается за покупки телефоном на кассе и одновременно в рамках одного сканирования QR-кода собирает бонусные купоны. Понятно? Таким образом, больше не нужно сначала притягивать кассиру ваш скидочный штрих-код, а затем доставать кошелек ради списания евро со счета. Программа делает все автоматически. Информационная безопасность здесь реализована по современным банковским стандартам. Чтобы активировать свою функцию, достаточно один раз верифицировать реквизиты в личном кабинете. Каждая последующая транзакция, друзья, требует биометрического подтверждения через, например, отпечаток пальца, сканирование лица или ввод секретного пароля. Финансовые аналитики подчеркивают важный нюанс. Платежные сведения не хранятся на самом деле в памяти смартфона, как многие думают. Ни сама дисконтная платформа, ни торговые сети DM, Эдека или заправка Орал не получают прямого доступа к вашему банковскому счету, что дополнительно снижает риск несанкционированного доступа к платежным данным. Следующим важным нововведением для национальной платежной системы станет внедрение так называемого белого списка доверенных продавцов. То есть жители Германии получат возможность вручную отмечать торговые точки и сервисы, в которых они совершают покупки на регулярной основе, как доверенные. После первичной настройки вам больше не придется тратить время на подтверждение каждого вашего перевода евро. Чтобы внести супермаркет в этот реестр в первый раз, достаточно единожды верифицировать свою личность через мобильный банкинг. Банковские аналитики сегодня подчеркивают, что эта инновация охватит сразу несколько крупнейших секторов экономики Германии. Функция станет особенно удобной при быстрых онлайн-покупках по схеме Click and Collect, когда товар оплачивается удаленно, а забирается в пункте выдачи. Также система будет использоваться при оплате услуг курьерской службы доставки, приложений городского общественного транспорта, такси и каршеринга. Как озвучили финансовые эксперты, Girocard сможет усилить свои позиции в тех цифровых сервисах, где раньше чаще использовались именно международные платежные карты. А вот еще одним шагом реформы станет внедрение функций бронирования отелей и долгосрочной аренды автомобилей. Как сообщают официальные представители Euro Carten System, эта опция полноценно развернется уже на самом старте 2027 года за счет внедрения технологий предварительной авторизации платежей. Если же мы с вами посмотрим, например, на американские те же кредитные карты и сравним, то национальная Girocard наконец перенимает их главное преимущество. Отель и прокатная компания не будут списывать ваши евро со счета сразу, а лишь временно заблокируют фиксированную сумму в качестве обязательного залога. После того, как человек благополучно сдает ключи от автомобиля или выезжает из номера, заблокированная сумма либо возвращается на счет, либо из нее удерживается часть средств за мини-бар или подтвержденные дополнительные расходы. Банковские аналитики подтверждают, что немецкие сберегательные кассы Sparkasse и народные банки Volksbanken уже завершили подготовку необходимой внутренней инфраструктуры. При этом эксперты обращают внимание на один важный нюанс. Точный список зарубежных стран, где эта функция предварительной авторизации станет доступна, в первую очередь пока официально не раскрывается. Заключительным шагом данной реформы также станет расширение встроенной цифровой верификации возраста владельца счета. Подобный алгоритм контроля уже успешно функционирует на табачных торговых автоматах. Механика процесса выглядит следующим образом. При бесконтактной оплате покупок через смартфон или смарт-часы система автоматически проверяет возраст владельца счета. В скором времени по аналогичной схеме бюргерам разрешат покупать алкогольную продукцию, в том числе на кассах самообслуживания, за которыми сейчас внимательно следят дежурные сотрудники. Разработчики из Euro Carten System подчеркивают, что расширение функционала не повлечет за собой удорожание обслуживания, то есть комиссии для торговых точек и финансовых институтов останутся на прежнем уровне. На сегодняшний день в Германии в обороте, я напомню, находится порядка 100 миллионов таких карт. При этом физический пластик продолжит оставаться в карманах граждан до особого распоряжения.
То есть полного перехода на исключительно, скажем так, цифровой мобильный формат ведомство в ближайшие годы не планирует. Но, друзья, я хочу вернуться еще назад и более детально обсудить цены на топливо. Официальный аудит монопольной комиссии показал, что от 100 миллионов евро до 200 миллионов евро дополнительной прибыли остались именно у нефтяных компаний, причем ситуация с дизельным топливом оказалась весомее, чем с бензином. Юридические государственные скидки прекратили действовать, однако внутреннее правило 12 часов для корректировки ценников немного откладывает повышение стоимости топлива. Большинство заправочных станций начнут менять цены в полдень, когда вновь вступит в силу прежний энергетический налог в размере 16,7 цента с учетом НДС. Профильный аналитик Кристиан Лаберер предупреждает, что отдельные участники рынка могут начать, друзья, внимание, корректировать стоимость топлива заранее, используя ситуацию на рынке как повод для повышения цен. Чтобы не столкнуться с повышенными расходами и не искать в последний момент свободную заправку, эксперты немецкого автоклуба настоятельно советуют заправить автомобиль заранее, каждое утро. Самым разумным решением будет полностью заполнить топливный бак. Очереди могут образоваться именно в те утренние часы, когда нефтепродукты традиционно продаются по минимальной суточной цене прямо перед стандартным полуденным перерасчетом тарифов. Сравнение текущих ценников на стеллах демонстрирует весьма, друзья, интересную экономическую картину. Средняя стоимость популярной марки бензина зафиксирована на отметке 1 евро 82 сотых, в то время как дизельное топливо опускается в среднем до 1 евро 73 сотых за 1 литр. Текущие цены формально вернулись к уровням, которые наблюдались до недавнего роста мировых цен на нефть. Однако аналитики АДАЦ по-прежнему критически оценивают такую ценовую динамику. По их мнению, мировые котировки сырой нефти уже снизились, тогда как розничные цены на топливо в Германии сокращаются медленнее, что и позволяет нефтяным компаниям сохранять более высокую прибыль. Траектория розничных тарифов после ликвидации субсидий будет напрямую зависеть от сырьевых котировок на мировых рынках. Экономические аналитики провели детальные расчеты и пришли сегодня к выводу. Если же стоимость барреля сырой нефти удержится на текущем низком уровне, то при обычных условиях ценники на заправках могут составлять ниже психологического барьера в 2 евро. Для дизельного горючего и марки бензина Super E10 этот сценарий выглядит реалистично, тогда как марка Super E5 находится ближе к верхней границе ценового диапазона. Однако, друзья, реальная динамика рынка в Германии развивается совершенно иначе. Совместное исследование монопольной комиссии экономического института ИФА выявило ряд спорных моментов в распределении налоговых льгот. В то время как представители отраслевой ассоциации утверждают, что фискальная поддержка в основном дошла до нас с вами, до конечных потребителей, независимый анализ показывает менее равномерное распределение этого эффекта. Согласно расчетам, за первые 1,5 месяца работы программы от 100 миллионов евро до 200 миллионов евро налоговых послаблений могли быть отражены именно в финансовых результатах крупных участников рынка в виде дополнительной прибыли, что обсуждается экономистами как одна из возможных причин замедленного снижения цен. На этой аналитической ноте наш подробный обзор сегодня полностью завершен. Завтра я буду снова ждать вас здесь же со свежей порцией честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и вашей финансовой безопасности в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про новые ограничения и штрафы для водителей с 1 июля, расширение цифровых функций карт, жирокарты и динамику цен на бензин и дизель, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.